Всем привет, с вами Дэн, и у нас сегодня марка Радания, которая уже пару лет назад была на обзоре и показала себя с хорошей стороны. Давайте посмотрим, что изменилось за эти 2 года и что представляет собой Радания у нас в 2024 году. Ну, упаковка, смотрю, такая же. Здесь несколько кубиков. И вот она, моделька на подушечке у нас. Давайте упаковку в сторону и уже будем более детально знакомиться с этими часами. Сейчас все распакую, а потом уже продолжим. Итак, часы распаковал. Референс вот у вас сейчас на экране R18041. А вообще эта линейка называется Liman Originals. Ну и что такое Радания, собственно? Это бельгийская марка, и причем часы собирают реально в Бельгии. Механизмы ставят они швейцарские. Как правило, это Ронда. Есть хамажи, есть, то есть модели с определенными заимствованиями стилистики, да, есть собственные дизайны. При этом уровень цен, как по мне, весьма и весьма доступный. Бренд был основан в 1930 году в швейцарском кантоне Берн. Марка исторически была связана со спортом. С 1954 года она спонсировала велосоревнования. В 2000-х бренд стал официальным хронометристом ралли Дакар. А с 1964 по 1969 год часы бренда побывали в 6 экспедициях в Антарктику. Ну а с 90-х годов компания сосредоточилась на рынках Северной Европы. Ну и к нам их тоже иногда привозят. Эти часы для обзора предоставлены крупнейшей в России розничной сетью магазинов наручных часов All Time, за что им спасибо. По характеристикам пройдемся. Значит, здесь корпус и браслет из стали 316L. Водозащита приличный 200 метров, так что можно погружаться с аквалангом даже. Сапфировое стекло с внутренним антибликом. Кварцевый швейцарский механизм Ронда 6003. Люминесцентная подсветка на метках и стрелках. И ритейл в России 27 500 рублей. Значит, по размерам давайте посмотрим. 42,7 по безелю, но безель чуть-чуть толще, чем сам корпус. Я думаю, пару миллиметров можно убрать. Хотя производитель, в принципе, заявляет вообще 43 миллиметра. Но на самом деле чуточку поменьше. По высоте здесь прям очень вкусненько, интересненько. 10,5. Причем не забываем, что у нас аж 200 метров водозащита. По браслету первое звено чуть-чуть толще, чем второе, да, поэтому здесь нужно очень аккуратно быть. 22 миллиметра. 22 миллиметра. Ну и от ушка до ушка, сколько у нас получается, 48,8. Ну, как видите, несмотря на то, что вроде бы корпус 43, ушки, они как бы не очень короткие, да, но они быстренько уходят вниз. Поэтому модель должна быть максимально универсальная. Она чуть-чуть выше среднего по диаметру, по нынешним-то временам, естественно. Но, видите, на мои 18,5 садится просто прекрасно, облегает запястье, невысокий корпус, очень аккуратный, такой распластанный безель. И браслет Oyster стиля тоже хорошо садится на запястье. Поэтому я бы назвал эту модель достаточно универсальной. Небольшая заводная головка, небольшие здесь наплывчики. Ну, с учетом того, что это кварц, подзаводить их не нужно. Время, тут только дату выставить, да и все. Вот. Дата здесь контрастная. Для любителей контрастной даты в отметке 3 часа. Я бы, конечно, хотел бы, чтобы здесь даты вообще не было, потому что очень красивый, сочный, глубокий здесь циферблат густого темного цвета с эффектом солнечных лучей. На солнце так они просто потрясающе переливаются, очень красиво. И мне нравится сочетание этого синего цвета с такой вот Old Radium персиковый здесь люм у нас, который нанесен на циферблат. Ну и железная дорога белого цвета, и люм, опять же, такой вот тоже персиковый, да, на стрелочках, стрелки полированные, и все это создает такой эффект очень-очень красивый, причем читаемость, ну, на высоте, потому что у нас достаточно простой, да, циферблат, без украшательств каких-то излишних, правда, есть определенные надписи, да, здесь 20 атмосфер, сапфир, швейцарский механизм, все написали, вот. Но с читаемостью, как я сказал, уже все в порядке. Универсально здесь, да, все хорошо читается, стрелки длинные. Если свет яркий, да, светит, то, соответственно, можно смотреть на люм, который без даже, тут без очертаний стрелок все показывает. Ну, поэтому в плане читаемости все окей. Безель аккуратный, такой сглаженный, то есть в повседневной носке с ним будет максимально приятно. В перчатках, ну, наверное, не слишком удобно за него браться, хотя в целом за счет того, что он чуть-чуть шире, чем корпус,
в целом тоже окей. Очень четкий, очень уверенный, очень приятный. И знаете, даже вот когда просто смотришь сначала на эти часы, то особо безель и не бросается в глаза, потому что никакой краски здесь нет. По сути дела такой, хоть они и в дайверском стиле, но это максимально повседневные, каждодневные, спортивные и неубиваемые часы. Потому что здесь кварц, сапфир, 200 метров, все есть. Но вот именно как вот рассматривать их как дайверские часы, конечно, будет перебор, потому что здесь ну, есть вопросики, да, вот к юзабилити того же самого безеля. Но опять же, в обычной жизни как раз таки наоборот это и неплохо. У модели есть, конечно, определенное сходство с Breitling Aviator, но у Лимана есть безель, и в целом они как-то какие-то немножко более мускулистые, поэтому не сказать, что это какой-то хамаш или заимствование, да. Просто где-то около того. Плюс корпус здесь больше, наверное, даже в ойстер стиле, но в каком-то более маскулинном, что ли, потому что явно помощнее здесь ушки. Кстати, двойная здесь, опять же, отделка, сатинирование на ушках, сатинирование на крайних звеньях браслета и зеркальная полировка по боковой части. Ну и матовый полностью здесь безель с стальной вставкой. Поэтому в целом, опять же, да, браслет здесь достаточно приятный, да, такой очень неплохо, особенно для своей цены. Да, здесь штамповочка по застежке, ну, правда, зато на двойном фиксаторе, но здесь, конечно, хотелось бы, наверное, уже литое видеть. И хотелось бы, наверное, видеть здесь систему быстрой замены и литое первое вот это звено на браслете. Здесь вот есть определенные у меня вопросики. С другой стороны, мы же с вами говорим про российский ритейл, и цена очень даже приятная для этих часов. Ну и корпус, браслет, безель мне понравились, как сделано. Неплохо. Неплохо. Но в целом, знаете, как бы предыдущие Родания тоже были сделаны очень даже приятно, поэтому, наверное, это такая отличительная особенность всех Родания. Ну, сделаю уж такой вывод, да. Вот, поэтому, ну и для своей цены, как я уже сказал, очень даже приятненько. Значит, что у нас по весу? Что у нас по весу? 169 грамм. Они не самые легкие. И, кстати, вот что еще хотел посмотреть, насколько запас у нас есть по браслету. Ну, сантиметра 4 есть. Так что на крупное запястье они подойдут вполне. Ну что ж, давайте теперь уже и до макро доберемся. Да, тут такой симпатичный, конечно, оттенок по циферблату, хотя при определенном освещении он даже уже и в черный уходит. Наконечник красненький у нас у стрелочки. Безель, корпус, браслет. Ну и задняя крышка здесь достаточно простая. Гравировки какой-то особенной нет. Ну, что по итогам? На самом деле, эта модель, я захотел вам ее показать, потому что по дизайну такой незаезженный дизайн, немножко, вот, может быть, не хватает такого дизайна сейчас, да, на стыке спорта и такого хорошего мужского повседневного. Поэтому, если присматриваете явно мужские, ну, достаточно крупные спортивные часы, но без каких-то там вычурностей, излишеств, обязательно с датой, чтобы было с хорошей водозащитой, с сапфиром, ну, в принципе, все, что любит, да, вот такой покупатель, который выбирает часы на каждый день, то здесь это все есть. Вполне себе рабочий вариант и достаточно самобытная модель. Насколько можно быть самобытным именно вот в этой вот целевой, как бы, целевом дизайне, целевой аудитории. На этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн. Увидимся.